По плоти или по духу? Этот вопрос разделил верующих людей на два непримиримых лагеря еще 2000 лет назад. Одни уверены, Бог навсегда оставил свой физический народ, выбрав вместо него новый Израиль. Другие возражают, Божьи обещания неизменны, и кровное родство с Авраамом – это печать, которую нельзя стереть. Под моими прошлыми видео разгораются настоящие богословские битвы. Но что, если мы все это время задавали неправильный вопрос? Если Израиль – это лишь состояние сердца, то почему библейские пророчества с такой пугающей точностью продолжают говорить о конкретном народе и конкретной земле? В этом видео мы не будем выбирать сторону. Мы сделаем нечто большее. Мы спустимся к самому корню обещания, данного Аврааму, и выясним, как один древний текст может одновременно подтверждать права физических потомков и открывать двери тем, кто был для Израиля чужим. Приготовьтесь. Это исследование может изменить то, как вы читаете Библию. Чтобы понять спор, нужно вернуться к его источнику. А источник — это один пожилой бездетный человек по имени Авраам. Бог обещает ему то, что звучит как насмешка. Потомство, многочисленное, как звезды на небе. И вот ключевой стих, на который опирается все дальнейшее. «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность». Запомните этот момент. Авраам был признан праведным за свою веру. А теперь самый недооцененный факт во всей этой истории. Обрезание – главный физический знак завета, печать принадлежности к народу. Авраам получил только в следующей главе, то есть позже, спустя годы. И апостол Павел, бывший фарисей, который знал закон наизусть, цепляется именно за этот порядок. В послании к римлянам он задает почти дерзкий вопрос: когда Авраам был оправдан? Когда был обрезан или когда еще не был? Ответ Павла бьет по самой основе спора. Авраам стал праведным, еще будучи необрезанным. А значит, говорит Павел, он отец всех верующих, и тех, кто носит физический знак завета, и тех, кто его не носит, но идет по следам той же веры. Видите, что произошло? Еще до того, как появился физический Израиль как народ, в само обещание была заложена возможность чего-то большего. Но есть деталь еще тоньше, лингвистическая, и она многих сбивает с толку. В послании к Галатам Павел обращает внимание на одно слово. Бог сказал Аврааму: «И семени твоему», не семенам во множественном числе, а семени в единственном. И Павел делает из этого богословский вывод. Это единственное семя – Христос. Будем честны, еврейское слово, которое здесь стоит, собирательное, как русское потомство. Оно само по себе не доказывает, что речь об одном человеке. Павел не спорит с грамматикой. Он читает древнее обещание сквозь призму того, что, по его убеждению, уже исполнилось. Он видит в Христе ту точку, в которой сходится все потомство Авраама. И вот здесь первая развилка нашей загадки. Кто наследник обещания? Тот, кто связан с Авраамом кровью, или тот, кто связан с ним верой? Павел в 9 главе Римлянам отвечает почти шокирующе. Не все те израильтяне, которые от Израиля. Не все потомки по плоти – дети обещания. Запомним это. Мы к этому вернемся. Потому что прежде чем мы поймем решение, нам нужно понять, как из этой тонкой богословской мысли выросла настоящая пропасть. 70-й год нашей эры. Римские легионы берут Иерусалим. Второй храм, сердце еврейского богослужения, место жертвоприношений, сожжен. Для иудаизма это катастрофа, которая полностью перестроит веру. Для молодого движения последователей Иисуса это нечто иное. Многие из них видят в падении храма подтверждение слов своего учителя. И вот здесь начинается медленный, болезненный процесс, который историки называют расхождением путей. Я специально говорю «медленный», потому что это не было разводом в один день. Десятилетиями, а местами и столетиями, люди, верившие в Иисуса, и люди, ходившие в синагогу, оставались переплетены. Иногда это были одни и те же люди, но богословие постепенно ожесточалось.
Уже к середине II века христианский писатель Иустин Философ в споре с иудеем Трифоном называет последователей Христа истинным Израилем. Это еще не государственная доктрина, это голос в полемике. Но направление уже задано. Так зарождается то, что много позже назовут теологией замещения. Идея, что церковь не присоединилась к Израилю, а заняла его место. Что обещания перешли по наследству, а прежний наследник лишен прав. И вот мы подходим к моменту, вокруг которого ходит много мифов, к IV веку и Никейскому собору 325 года. Я хочу быть с вами предельно честным, потому что в интернете об этом говорят слишком смело. Никейский собор не был собранием, на котором отменили еврейский народ. Главные споры там шли совсем о другом, о природе Христа. Но одно решение действительно имело значение для нашей темы. Собор стремился установить единую дату Пасхи, так, чтобы христианское празднование больше не зависело от еврейского календаря. А в письме, сопровождавшем это решение, император Константин использовал откровенно пренебрежительные слова в адрес иудеев. Понимаете разницу? Богословская пропасть не была вырыта одним собором за один день. Она углублялась постепенно, и решения вроде Никейского лишь придали ей официальную, институциональную форму. Политика и вера сплелись. И то, что начиналось как разные прочтения одного текста, стало стеной между двумя религиями. Но вот вопрос, который мы редко себе задаем. А так ли гладко проходила эта граница на земле среди обычных людей? Богословы спорили в трактатах. А что говорят камни? Археология – вещь упрямая. Она редко подтверждает красивые теории целиком и почти всегда добавляет неудобные детали. И вот что она показывает. На Земле расхождение путей выглядело гораздо запутаннее, чем в ученых трактатах. Возьмем Капернаум, городок на берегу Галилейского моря, где по Евангелиям многое происходило. Здесь археологи нашли две постройки почти рядом друг с другом. С одной стороны – внушительная синагога, с другой – восьмиугольная церковь, построенная, как считают многие исследователи, над домом, который ранние христиане почитали как дом апостола Петра. Я хочу быть осторожным в формулировках. Эти здания в их нынешнем виде относятся к разным, более поздним столетиям, и ученые до сих пор спорят о датировках. Но сама картина показательна. В одном небольшом городе еврейская община и христианская община жили буквально по соседству. Не за стеной отчуждения, а на одной улице. И Капернаум не исключение. По всему древнему миру археологи находят следы того, что иудеи и христиане долгое время делили общее пространство, общие символы, общий культурный язык. Иногда в поздних памятниках встречаются предметы, где религиозные знаки разных традиций оказываются рядом. И ученые до сих пор спорят, что именно это означает – соседство, влияние или что-то более тесное. Я не стану утверждать здесь больше, чем позволяют находки. Но общий вывод археологии звучит уверенно. Разделение, которое в книгах выглядит резким и окончательным, на Земле было долгим, неровным и человеческим. А это значит, что наша главная загадка про два Израиля – это не выдумка позднего богословия. Это вопрос, с которым реальные люди жили бок о бок веками. И ответ на него Павел дал задолго до всех этих споров, в одном поразительном образе. 11 глава послания к римлянам. Если у этого видео есть сердце, оно здесь. Павел берет образ, понятный любому земледельцу его времени – оливковое дерево, и выстраивает на нем всю свою мысль. Есть культурная маслина – это Израиль, народ обещания. Ее корень – патриархи, заветы, все, что Бог обещал Аврааму. Некоторые природные ветви, говорит Павел, были отломлены из-за неверия. А на их место были привиты ветви дикой маслины. Это язычники, народы, которые раньше были чужими. Вот ключ ко всему. Вдумайтесь в сам образ. Павел не говорит, что выросло новое дерево. Он не говорит, что старое срубили и посадили другое. Он говорит о прививке к тому же самому стволу.
к тому же корню. Это не замена, это включение. И дальше Павел делает то, что должно отрезвить каждого, кто склонен к высокомерию. Он напрямую обращается к привитым, к язычникам, к нам и предупреждает: «Не превозносись перед ветвями. Не ты держишь корень, а корень — тебя». Слышите, как это бьет по самой идее замещения? Если ты думаешь, что занял чье-то место и теперь смотришь на прежнего наследника свысока, ты не понял дерева. Ты не корень. Ты гость, которого приняли. Более того, Павел говорит, что отломленные ветви могут быть привиты снова. И добавляет фразу, которую так часто пропускают в этом споре: «Дары и призвание Божье непреложны». То есть Бог не берет своих обещаний назад. Вот и решение нашей загадки. Как один текст может говорить и о плоти, и о духе одновременно? А он и не выбирает. Дерево одно, корень один. Но на нем теперь есть и природные ветви, и привитые. Вопрос был поставлен неверно с самого начала. Это никогда не было или-или. Это и. Давайте соберемся вместе. Мы начали с обещания Аврааму и увидели, что вера была вписана в него еще до всякого физического знака. Мы прошли через болезненное расхождение путей и увидели, что пропасть рыли люди столетие за столетием, а не один указ. Мы спустились к археологии и обнаружили, что на Земле два мира долго жили по соседству. И мы пришли к маслине Павла, где все сошлось. И вот вывод, к которому ведет текст. Библия рисует не картину исключения, а картину расширения. Бог не вычеркивает одну семью, чтобы вписать другую. Он раздвигает границы своего дома. Обещания физическим потомкам не отменены. Павел прямо говорит, что они непреложны. Но двери открыты и для тех, кто был чужим. Один корень, одно дерево, растущая семья. И, может быть, поэтому древние пророки, говоря о будущем, обещали не смену народа, а перемену внутри человека. «Дам вам сердце новое, и дух новый вложу в вас». Не другую кровь, новое сердце. Возможно, именно здесь настоящая встреча плоти и духа. Не там, где одно отменяет другое, а там, где Бог обещает изменить саму глубину человека, к какой бы ветви он ни принадлежал. А теперь я хочу услышать вас. Как вы понимаете эти слова о новом сердце в свете того, о чем мы сегодня говорили? Это про Израиль, про церковь, про каждого из нас. Напишите в комментариях, и давайте продолжим этот разговор вместе. Я читаю каждый. Подписывайтесь на «Звук Библии», чтобы не пропустить следующие исследования. До встречи.